Это он только что с крыши. Заспанный, морда заспанная абсолютно. Да, 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 да. Он подрых до обеда, а сейчас проголодался. Нюхает, нюхает. Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Это у нас кот Вилли. Дело происходит в Австрии, в Каринтии. Весна. У нас весна. И мы с вами сегодня немножко релаксируем, глядя на котов. Вот сидит кот Арчик. Съемки были, как-то вот эти дни выдались такими с облаками. Это мы на высоте 500 метров. Вот там гнездо у нас с лебедем. И облака, туман переходит в облака, эти облака висят очень низко. Просто создаются очень такие симпатичные картины. Это у нас кошка Анфиса вышла посмотреть, как там дела. Вот. Открылся купальный сезон в Каринтии официально. Официально разрешено купаться. Но вода еще 13 градусов в озере. Так что купание на любителя. Хотя я уже пару недель назад видел семью. Видимо, такие современные хипстеры. Вот. И у них двое детишек такого младшего школьного возраста. И они вовсю купались. Вода была градусов меньше 10, наверное. Арчух, это же Анфискина коробка. Вот эта коробка Анфисина. Анфиса ее забила. Она в ключевом месте стоит в коридоре. Вот. Пока Анфиса отлучилась, Арчик занял. Она придет, конечно, его оттуда прогонит. Но Арчик, пока есть возможность, пользуется. У него шерсть длинная, и вот языком попытки расчесать всегда ему не хватает замаха головы, чтобы до конца довести вот... Мы ему помогаем, да, щеткой его. Вот, он у нас весит 6 килограмм. Сегодня взвешивал, то есть за последние пару месяцев он в весе не прибавил. Вот. А вот этот стул, это любимое место, где лежит Анфиса, она и спит здесь. И вот стул, вообще ключевая позиция, с этого стула видно вообще все. То есть, полный контроль. Анфиса у нас любит полный контроль. То есть ничего не должно мимо нее. Если она куда-то не успевает, у нее просто истерика случается. Вот она бегать начинает. Как же я прозевала. Это она возле двери спальни. Вот, зашла в спальню. Вот у нас везде дралки. Вопрос, почему вот у нас мебель кожаная такая стоит и не драная. Не драная, мы везде расставили вот эти дралки. А когда были попытки, когда их только вот мы взяли, сразу были строго-настрого, им было запрещено мебель драть. Но благодаря наличию альтернативы... У нас лысуха. Там утки. А это лысуха сидит. Если еще шаг сделаю вперед, она, конечно, уже спрыгнет. А так на ступеньках пока. Их тут две. Семейка, да. Тоже поди на гнезде сидят. Они каждый год парой лысух у нас выводят тоже. Потом очень смешные. Они обычно 2 или 3 выводят. Очень смешные у них маленькие вот эти дракончики. У меня видео есть на канале про дракончиков. Ну что? Да, я вижу, что уже... Да, давай, поплыла. Поплыла. Давай. Очень активная лысуха. Интересно, птенчиков сколько будет у них. Так, там у нас наше гнездо. И на гнезде кто-то спит. А тут у нас тот, кто не спит. Тот, кто свободен. С утра летели, троица летела. Да, и этот крылья поднял, там гнать, да. А там 3 молодых летело. Вот у лебедей птенцы могут начать вылупляться в любой момент. Мы просто ждем со дня на день ждем. Да, давай. А там лысуха тем временем тоже не растерялась, лысуха, и собирает с поверхности. Сейчас я им дам. Посмотрим, если лысуха не испугается. Посмотрим. Лысухина, держи.
они, видите, у них клюв, как у курицы, и клюют по одному зернышку. То есть лебеди, утки, они захватывают, как бы, они могут с воды захватить сразу некоторое количество. Дословный перевод с немецкого — это водная курица называется. Ну, действительно похоже на курочку. И смотрите, на лапах перепонка только частичная. То есть у нее комбинация немножко есть перепонка, то есть это позволяет быстрее плавать. А в то же время есть пальцы с когтями, ну, позволяет по суше, так сказать, ну, использовать для хождения по суше. Вот такой комбинированный вариант. Амфибия. Эй, держи. Ну, лебедь у нас увлечен тут. Да, они вот это больше любят. Да, в клюв взяла. Давай, отнеси своим там. Отнеси своим, дай. А еще нам с вами предстоит поездка в магазин. Вот этот массив Караванкин, горы. А вот с левой стороны за горами Словения, а с правой стороны за горами Италия. И где-то здесь посередине точка, где сходятся границы 3 государств. Австрии, Словении, Италии. Ну, до этих гор там километров 15-20. Вот. И там же дорога, ну, магистраль, которая на Венецию. Вот в магазине что у нас происходит с ценами? На некоторые товары цены поднялись. Вот ощутимо на бензин. Я заправляю дизелем. Ну, дизель поднялся примерно на 20-25%. Ну, цены меняются постоянно в зависимости от цены на нефть. По продуктам из того набора, что я покупаю, в общем-то, вот у меня закупка стандартная, вот сильного изменения не заметил. Вообще инфляцию объявили, ну, это был пасхальные дни были, вот я в магазине был, объявили инфляцию годовую 7,2%. Это очень высокая для Австрии инфляция. Вот. Но по продуктам вот в разных категориях, видимо, где-то сильнее цены повысились, где-то слабее. Но я на том наборе, который покупаем мы, в общем-то, особого изменения цен не заметил. Работать мешаешь, эй. Он взял меня, обошел. Вот тут взял, обошел. Ну, или ты намекаешь на что-то, эй. Птеродактиль. Ну, вероятно, на что-то намекает. Ну, сейчас немножко мне осталось, да, поработаю, и потом тебе чего-нибудь дам. У меня там под ведерком, вот, там спрятано кое-что. Уже предварительные данные были, вот вчера читал, по росту цен на электроэнергию. И вполне вероятно ожидает примерно 2-кратный рост цены на электроэнергию. Ну, для нас это будет ощутимо, потому что у нас отопление, тепловой насос, ну, то есть это на электричестве, эффективное отопление на электричестве. Ну, соответственно, будем платить больше. Ну, в принципе, ну, больше и больше. Вот. Для тех, в общем-то, для основной массы австрийского населения все это, ну, не очень существенно, но для некоторого процента людей, живущих, ну, с минимальными доходами, конечно, это будет ощутимо. И государство поэтому вводит такие компенсации антиинфляционные, то есть выплаты целевые, ну, старается как-то бороться, компенсировать вот этот рост цен. Но, похоже, предстоит достаточно долгий кризис. Вот, то есть, ну, пока не закончится и война, и не будет как некоторого периода еще на оздоровление, ну, то есть надо готовиться к тому, что какое-то количество лет мир будет в некотором экономическом кризисе. Ну, спасибо России. Вот все спрашивают, почему я не люблю Россию. Я отвратительно отношусь к России. Вот я считаю, что это очень плохое государство, вот, которым управляют абсолютно неадекватные люди и в котором живет, ну, не менее неадекватное население. А что поделать? На одной планете повезло жить вот с этими чудаками. А на этом все. Пока-пока.